Всем привет, с вами Вика, это значит, что вас ждет очередной влог из Аргентины. Очередная прогулка, вкусный завтрак, мамские будни. Что ж, видео из разряда выживания. Вот, не знаю, интересно вообще вам такие подробности или нет. Пока что, сейчас уже где-то, наверное, 3 или 4 дня мы никуда не выходили, я даже особо и как бы не пытаюсь, вот, потому что дико устала, просто валяюсь, и если малышка спит, вот стараюсь тоже просто вырубаться. Она пока что развлекается тем, что наблюдает за овечками, как раз немножко болтает, немножко тужится и кряхтит, как обычно, потому что у нее все еще продолжаются колики, но вот в этой легкой манере. Вот сейчас она пока что день, она разглядывает, как раз лежит вот здесь вот, я ее обычно кладу, где-то я ее укладываю обычно в кокон часов, наверное, с 5-6, потому что в кроватке она уже не хочет спать. В коконе есть шанс, что она как раз уснет. Вот поэтому часов в 5-6 утра я обычно кладу ее в кокон. Она может вырубиться, может вот так вот поваляться, как раз разглядывать овечек, болтает там что-то такое. Вот я могу ей давать как раз соску, чтобы она тоже уснула. Еще если вдруг я ее покормила, и это не работает, вот, то я обычно просто даю ей соску, вот, и она может тоже немножко так успокоиться и уснуть. Но сейчас у нас уже просто день, уже свободное бодрствование. Вот она буквально сейчас спала, и я спала вместе с ней, кстати говоря. Ну все, это закончилось. Сейчас у нас уже бодрствование, вот, поэтому она лежит пока что просто развлекается тем, что смотрит как раз на овечек. Очень классно то, что у нас как раз в этой комнате вентилятор делает так, что они крутятся, и ей прям очень нравится за ними наблюдать в этот момент. Еще я могу делать вот так вот, ей тоже очень нравится. Просто беру вот так вот овечку. У этой, кстати, как раз самый такой звонкий бубенчик. И вот я вот так вот трясу, и ей прям вот это привлекает ее внимание. Вот она прям еще активнее смотрит. А так, эти последние дни, наверное, были настолько тяжелы, потому что, во-первых, нам нужно было рано вставать. Мы вставали прям вот раньше, чем обычно. И ехали в миграционный как раз центр. Точно не помню, как называется. В общем, в миграционный центр ездили дважды. Ездили, вот, потому что первый раз нам неправильно сказали. Мы стояли не в той очереди, не в то здание. Во второй раз уже мы все быстро как раз сделали буквально за час. Вот, хотя, по сути дела, перед нами был, наверное, один человек. Вот, так что имейте в виду, что продление визы занимает где-то точно час. Вы 100% потратите чисто именно на все вот эти вот какие-то бумажки, на оплату пошлины, вот на какие-то такие моменты. В общем, мы это сделали наконец-то. Но вот, и, собственно, из-за этого мы как раз тоже спали мало, потому что еще в эти дни как раз совпадало так, что и малышка, в общем, над нами тоже издевалась. Вот, она спала тоже мало, будила постоянно меня своим кряхтением, мне приходилось ее тоже немножко успокаивать, я ей массаж делала, и массаж. В общем, спать она тоже прям вот как обычно не хотела, приходилось с ней просыпаться и сидеть. И сегодня наконец такой день, когда тебе, то есть я не привязана прям вот конкретно к каким-то моментам, потому что вчера, допустим, нам нужно было успеть в миграционный центр, нужно было успеть потом на курсы по испанскому, потом как раз мы еще сменялись с мужем, потому что у него курсы начинались, у меня, то есть не было вообще возможности прям вот передохнуть, потом я приходила как раз вместе с коляской, делала покушать, в общем, и спать уже не хотелось, вот поэтому такой замкнутый круг. Так, чтобы прям вот я могла, как обычно, отдать мужу ребенка, чтобы он немножко посидел, чтобы я поспала. В общем, этого за ближайшие как раз пару дней не было, и вот это сильно сказывается. Как раз сегодня я поэтому пользовалась именно теми моментами, когда она засыпала, чтобы поспать. Могу сказать, что ты сильно меня спасла. Вот, может быть, она, конечно, сейчас еще вырубится. В общем, посмотрим. И тогда я немножко еще подосплю. Гулять мы сегодня, наверное, прям вот так много, как обычно, не будем. Может быть, выйдем как раз на чуть-чуть. Немножко восстановиться. Вот, может быть, за сегодня я как раз смогу это сделать. Да, малыш? Прикольно, конечно, наблюдать за тем, как она реагирует, как она на твою улыбку. У нее появилась социальная улыбка, и, да, появилась социальная улыбка, и она прям вот в ответ тебе улыбается. Это так классно. Я ждала, на самом деле, этого момента. Мне кажется, что это, ну, не знаю, как так
прикольно воспринимается. Удивительно как-то то, что типа именно на твои какие-то действия есть ответная реакция. Это прям как-то ценно, и хочется еще больше и больше как-то уделять этому времени. В общем, не знаю, очень мне нравится то, что она наконец-то улыбается именно тебе, именно в ответ. В общем, очень прикольно. Ну и бесспорно я рада, что мой. Вот этот вот мобиль, что он тоже пригодился, да, скажем так, что он, в общем, нравится ей, что она наблюдает действительно за ним, а не просто он так висит для меня и для красоты, что он еще у нас и функционирует. Вот, очень прикольно. Сегодня решили просто зайти за кофе в это кафе. Оно неподалеку от нас, поэтому очень удобно. Мы несколько дней восстанавливались, поэтому просто гуляли, просто ходили по торговым центрам, по городу, брали кофе, смотрели город, в общем, немножко перезагружались. Кто тут моя улыбаша? Кто улыбаша? Кто веселушка? Кто веселушка? Вот такая вот веселушка, да? Очень нравится, что в Буэнос-Айресе всегда можно встретить какие-нибудь красивые уголки, либо, может быть, какой-нибудь симпатичный свет, в общем, что-то, что запоминается. И всегда можно легко чем-нибудь перекусить. Вот сегодня у нас такой вот набор вкусностей. Что ж, всем привет! Я сегодня уже успела собраться. Вот, привела себя в порядок. Вот, хоть мы сегодня спали не очень. У нас сегодня опять газики. Кстати говоря, я наконец-то определилась. У нас не колики, у нас все-таки газики. Проявляется это в том, что как она именно тужится. Вот видно, что ей что-то мешает, что если приложить руку к животу, то у нее там действительно бурлит периодически. Я думала, на самом деле, что я справилась с этой проблемой. Вот я решила ее высаживать, вот, и в один из дней как раз это помогло идеально. Заполнила нам памперс необходимым веществом. Убила очередного дамбо в этот раз. Но сейчас что-то это как-то не сильно помогает. Вот я ей делала и массажик. Она периодически немножко, конечно, выпускает газы, но не так сильно, чтобы прям вот чувствовать себя комфортно. Прокакаться пока что она не может, хотя тоже попробовала тоже ее опять высаживать, но сейчас какого-то такого прям вот облегчения у нее, в общем, нет. В общем, сегодняшний день, походу, будем ждать, когда же это произойдет. Поэтому, естественно, она и особо с утра не спала. То есть она обычно, если у нее прям вот такая проблема, прям вот газы ее беспокоят, то она где-то, наверное, часов 6 уже так прям вот бодрствует, кряхтит, тужится. Поэтому прям вот комфортного сна у нас нет. Сейчас пойдем на завтрак. Пойдем на завтрак в кафе. Вот я уже себе приметила. Оно будет по дороге в другое место, куда мы тоже должны зайти. Надеюсь, что там будет вкусный завтрак, потому что мы обычно начинаем день как раз с кофе медиалунусов. Хочется сейчас есть какой-то прям вот полноценный завтрак. Давно его не было, потому что я не успевала прям просто-напросто готовить именно с утра, либо просто сил не было, вот, поэтому хочется сходить именно прям вот на завтрак. Ну и мы, конечно же, полным составом отправляемся на прогулку. Сегодня, очень-очень-очень жарко и шумно здесь, потому что здесь ездят автобусы. Вот. Мы идем на завтрак. Надеюсь, он будет вкусным, но жара ужаснейшая, просто кошмар какой-то. Я бы хотела сейчас оказаться, наверное, возле бассейна, но, увы. Поэтому ищем тень и, по возможности, идем в тенечке. На булочку я тоже постаралась одеть одежку, чтобы она не умирала от жары. Такой вот муслиновый комбинезончик, у нее открытая спинка. Вот он нам пока что велик, но, наверное, это даже плюс, потому что ей, я так думаю, очень хорошо. Она наслаждается. А так идем мы где-то вот здесь вот. Кстати говоря, в городе, где-то вот в этом районе мы еще не ходили, ну, с этой стороны, так что вот, поэтому будет достаточно любопытно. Там находится, кстати говоря, несколько каких-то таких модных кафе, вот, поэтому посмотрим, как они будут выглядеть в итоге. Ну, вот эта часть пока что не сильно презентабельна, конечно. Какие-то такие граффити, вот, но я так поняла, что это с другой стороны, где играют в поло.
что ж, мы приближаемся. Где-то здесь в конце до дороги должно быть это кафе. А вон уже стульчики виднеются, мне кажется. Виднеется уже веранда. Ну да, наверное, на улице сядем. Здесь. Вот такая вот кофейня, в которой мы решили в этот раз позавтракать. Забегу сразу вперед. Это оказался один из самых лучших завтраков, потому что было действительно очень-очень вкусно. Наш заказ достаточно быстро был готов. В завершении всего нам подарили еще вот такой вот очень милый стикер. В кофейне была очень приятная расслабляющая атмосфера. Ну а что касаемо еды, тут вы можете увидеть все своими глазами. Достаточно аппетитно, мне кажется, все выглядит. Кофе отличный, очень приятный. В этот раз даже самый большой критик остался доволен, так что делайте выводы. Вкусно? Нормально? Лучше, чем во многих местах. Да. Относительно меня это один из моих любимых завтраков, когда есть такой тост с авокадо и яйцом пашот. Обожаю просто. Почему я опять так близко? Ну, как вы поняли, муж всегда любит выбирать самые необычные ракурсы. Что мы гуляли, нашли вот такую вот классную тачку. Смотрите, какая милашка. Выглядит мимимишно. Наша же прогулка только началась. Нас еще ждал достаточно длинный путь из множества шажков. Дело в том, что мы задумали забрать одну очень нужную штучку для меня. Вот и именно за ней мы идем. Что у нас появилось из навыков? У нас наконец-то мы освоили социальную улыбку. Вот теперь она реально улыбается в ответ. А с ней стало гораздо интереснее за счет этого, потому что улыбка, мне кажется, очаровательна. Вот. Согласен? Дом. Да. Да, дом, кстати, прикольный. Смотрите, какой классный. Очень интересный дом. Атмосферный. С какими-то такими колоннами, типа. Реально прикольный. Вот, что еще? Ну, во-первых, она подросла, выглядит гораздо крупнее. Благо, набирает вес, получается. Вот, кстати говоря, мы ее недавно взвешивали. Вроде как у нас где-то, плюс грамм 800, 700, по крайней мере, точно есть. Еще не закончился месяц. Вот, так что я думаю, что в плане веса мы тоже неплохо так набираем. Что ж, мы встретили еще одну прикольную тачку. Вот такая вот вытянутая. Очень выглядит интересно. Еще, кстати, мы вспомнили про прививку. Как бы никогда не знала, как вообще, в принципе, есть ли какая-то реакция на БЦЖ или нет. Вот. Сейчас, благодаря младенцу, узнала, как вообще все это происходит. Вот, посмотрела в интернете, тоже мы как раз еще присылали педиатру. Он сказал, что все окей, волноваться не стоит. Но, как бы, оказывается, она, да, выявляется спустя где-то месяц таким огромным красным прыщом. Вот. Ну, как бы нужно смотреть, чтобы этот прыщ был не больше сантиметра. Вот, у нас вроде все как в пределах нормы. И там появляется потом такой, как бы, скапливается что-то вроде гноя, да, то есть такая прям желтая там фигня скапливается. Вот. И дальше потом уже спустя время возникает трубец. Вот. Я этого тоже не знала, сначала немножко напряглась и испугалась, да, что у нас какая-то такая фигня возникла. Но оказывается, это прям вот реакция такая, вообще, как бы нормальное развитие вот этой вот прививки. В общем, будем дальше тоже наблюдать на всякий случай, вот, но вроде как все в порядке. Вообще, конечно, она выглядит так стрёмно, хочется, чтобы поскорее прошла. Еще сегодня какой-то кошмарнейшее просто нашествие комаров. Мы здесь уже 4 месяца. Как бы комаров видели, но так, чтобы прям вот мы гуляли, они на нас наседали. Причем в таких количествах вот такого еще не было. И сегодня как раз какой-то ужаснейший наплыв. Вот, что я иду, отбиваюсь, что он тоже отбивается от этих комаров. Какой-то кошмар. Еще она частенько под утро смотрит на овечек, всячески угукает, издает различные звуки. В общем, как-то себя развлекает. Вот, это достаточно забавно смотрится. И, в принципе, может с тобой так тоже поболтать. Как бы ты ей отвечаешь на своем, она на своем. В общем, получается достаточно забавно. Но прикольно, что есть какая-то такая реакция. Достаточно мило. Вот, а мы решили передохнуть возле такого фонтанчика симпатичного. Вот, сидим где-то здесь. Ну и пока что единственное, что у нас неизменно, это то, что она дрыхнет вот именно в коляске. Сладко спит все равно. То, где мы решили передохнуть, достаточно такая приятная атмосферная точка. Здесь достаточно чисто и симпатично. Вот, очень неплохо посидели.
Еще она продолжает следить за различными карточками. Вот мы периодически ей ставим вот черно-белые, но как бы очевидно, что она лучше видит, потому что она уже как бы фокусирует взгляд на нас. Если ты куда-то ходишь, типа, да, двигаешься там типа по квартире, она как бы следит за тобой взглядом. Вот. Может, даже если мы смотрим на нее вдвоем, переключает взгляд типа с меня на мужа, с мужа на меня. В общем, достаточно мило выглядит. Кстати, комар, вот видите? Кошмар. И еще я как раз достала нашу погремушку. Вот, попробовала как раз, как она будет реагировать на нее. И если прямо вот у нее перед носом как бы трясешь ей, вот она на нее смотрит, и потом, если ввести как-то, да, в сторону, либо в другую сторону, она тоже начинает за ней следить. В общем, у нас вот такие вот умелки появляются. Так вообще достаточно прикольно смотреть за тем, как она развивается, как она растет. Не знаю, радуешься каким-то ее успехам. Прикольно получается. Но комаров вообще кошмар. Я не знаю, мы пока шли гуляли, вот, наверное, уже штук 15 меня атаковало, если не больше. Ужасно просто. И какое нашествие. Ну и еще она стала больше бодрствовать, вот, меньше спать. С одной стороны, прикольно, что дольше с ней как бы находишься. Потому что когда она засыпает, немножко становится грустно. Ждешь, когда она проснется. Но так, конечно, когда она спит, тоже есть свои плюсы, потому что успеваешь что-нибудь сделать. Единственный минус относительно нашего привала был только комары, потому что, конечно, когда ты сидишь, то налетает еще больше этих монстров, вот, но от них никуда не спрятаться, а отдохнуть хочется, поэтому мы решили все равно немножко сделать такой привал. Оказывается, у моего любимого кафе есть еще одна точка, вот, мы на нее случайно наткнулись, как раз взяли медиалунс и кофе. Очень миленько. Я просто умираю за комаров. Их невероятное количество. Мне кажется, что у нас на даче на какой-нибудь рыбалке их и то меньше. Меня просто всю искусали. Кошмар. Причем от них нет совершенно никакого спасения. Здесь еще приходит уведомление, что сегодня, например, будет наплыв комаров. Вот. Но если раньше я как-то скептически к этому относилась, потому что мы чаще всего находились дома, и дома у нас их там было буквально, не знаю, штук максимум 10, вот, то сейчас, когда ты идешь по городу, и на тебя прям буквально за раз может сесть 6 комаров, и ты от них отбиваешься, и потом опять, вот, то я уже прям верю в нашествие. Мы так мало встречали здесь котов, что поэтому вот этот вот красавчик, это просто редкость. Что ж, мы дошли домой, я так устала, кошмар просто. Дома тоже все эти комары просто облепили наши стены, сейчас будем от них избавляться. И помните, я рассказывала про нашу прививку, сегодня из нее вышел гной, в общем, будем наблюдать дальше. Но походу мы перешли на следующую стадию с этой прививкой. В общем, чудно, конечно, никогда не видела, как это происходит. Вот, будем смотреть. А еще у нас такие уже длинные волосики, такие они шелковистые, такие смешные, да? Лежит, отдыхает, в хорошем расположении духа, улыбается вовсю, да? Давай, малыш, улыбнемся мне. Привет! А? Улыбаться будем? Давай. А? Где моя булочка? Где моя булочка, а? Где моя булочка, да? Моя булочка, моя сладкая булочка. А так вообще мы сегодня прогуливались за вот этой вот штучкой. У меня на самом деле телефон, там батарейка уже на старом телефоне делает так, что типа, в общем, выпирает экран. Вот поэтому мы решили купить мне нового друга. Вот, так что скоро поменяю и буду наслаждаться новой камерой. А еще не знаю, как вообще мамы справляются со всеми делами, которые на них могут навалиться, потому что просто, мне кажется, нереально еще и готовить, и убираться, вообще всюду везде успевать. У меня сейчас, конечно, наш дом просто превратился в какой-то ворох вещей. Нужно, конечно, выбрать время все-таки убраться нормально. Думал как раз сегодня, но сегодня мы просто, ну, как минимум, долго гуляли, вот вообще я ничего сегодня не успела, и ужасно устала, поэтому, может быть, все-таки сделаю это завтра, пора бы уже, конечно. И я хочу, наконец-то, тоже взять себя в руки и нормально готовить, питаться, потому что хочется нормальных завтраков, а каждое утро получается так, что я поднимаюсь, я просто не способна вообще, в принципе, себя как-то собрать, чтобы приготовить завтрак.
хочется ужасно спать, я просто пытаюсь энное количество времени прийти в себя, разлепить глаза. Конечно, очень тяжело в этом смысле. Даже несмотря на то, что муж помогает, он как раз, обычно дает мне часа 2 поспать, забирает булочку себе и с ней сидит. А я как раз отсыпаюсь. Но даже это время не всегда меня спасает, хотя бывает, что становится, конечно, получше. И, наверное, больше всего хочу пшённую кашу. У меня как раз здесь есть упаковка пшёнки такая заныканная. Хочу, наверное, нужно будет что-нибудь для нее купить, как раз каких-нибудь фруктиков. Ну, либо, может быть, все-таки тыкву, сделать тыквенную кашу с пшёнкой. В общем, соскучилась по пшёнке. Хочу прям вот именно эту кашу. Это одна из моих любимых каш. Вот, так что нужно будет, я думаю, сделать. За этот день мы успели очень много пройти, так что ноги просто-напросто отваливаются. Вот все устали, уморились, утомились. Вот поэтому отдыхать мы будем точно очень хорошо. Как раз вот укладываемся спать сладенько. И всем сладким булочкам тоже давненько пора спать. Вот так что мы собираемся. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Рада быть вместе с вами. Всем пока, до новых встреч. Увидимся в следующем влоге. Не забывайте подписаться и поставить лайк этому видео.